Знаете, вот есть люди, которых невозможно потерять, невозможно там забыть, можно их любить, можно не любить, но нашего дорогого Суперсуса я смотрел еще, знаете, когда? Я его смотрел, когда, наверное, он еще только-только начинал, еще совсем зелененький, знаете, такой бегал, там что-то тоже делал, по всяким трубам лазил, а сейчас, я вот, к сожалению, не заходил давно, признаюсь, на канал, за контентом не слежу. Негодяй. Но очень часто вижу во всяком ТикТоке, в нарезочках в разных. Так что, Суперсус, мы тебе передаем пламенный привет. Очень надеемся, что ты не против, что мы посмотрим твои замечательные ролики. Вот ребят попросили посмотреть про «Нырнул под реактор». Понимаешь, под реактор ты нырял. Вот под какой реактор, мы сейчас узнаем. Так что всем приятного просмотра. Ссылочку на Суперсуса оставлю внизу в описании, ребята. Лайк, подписка, колокольчик и, собственно, поехали. Должен за телефон, что у меня мусора забрать. Пубертат увидел мир. Пошло добро. Ребят, все, шутки в сторону, мы погрузились в тоннель, и впереди нас ждет... Ничего не поменялось. Вот вы знаете, я не знаю, кто вот это. Прошло много лет. Вы знаете что, только Пивандепола здесь не хватает. Вот ты знаешь, есть люди, которые вообще никогда не меняются. Вообще, это они как это, как знаешь, как, я не знаю, там кровью младенцев, может, умываются. Но он всегда прекрасен, всегда. Вот всегда. Вот, я прям сейчас спущусь, я лайк поставил, все хорошо. Поехали. Тот самый 4-й энергоблок. Оказалось, что тут есть проход. Мы Опять думали, что говно. нет прохода, он есть. И мы сейчас попробуем на этих лодках туда проплыть. Друзья, каждый раз я ныряю, каждый раз я купаюсь, тону где-то. А, подожди, он зубы себе вставил. Ни хрена себе, а куда еще один лайк за зубы? Поэтому я сегодня резиновый костюмчик поддел, потому что я знаю, что эти шутки добром не закончатся. С нами видите кто? А, он уже кайфует, в телефон уже гуляет. Поэтому я хочу сегодня сухим выйти из воды, а он каймов. Подождите, ну, я, конечно, прошу прощения, а ребята в курсе про такую вещь, как радиация? Вообще похуй. Они знают, что если плавать под реактором ядерным, то, ну, иногда, слегка можно, ну, так сказать... А, он не пьет, он бросил пить? Базара ноль. Я не знал, вот теперь буду знать. Все, может быть, просто так мне показалось. Все. У них ученый есть. Ученый? И вправо, и влево тоннели уходят. Ёлы-палы. Вот это наша золотая жила, надыбал. Вот это прикол. Пошел процесс. Вау, вот эта система. Мы попали. И такие пацаны на диване, на диванные войска наши такие сидят. Да, нормально. С Пивандепола. Нормально. А там пацаны под ядерным реактором, ёпта, на байдарке плавают. Чё, а почему бы и нет? Лабиринт, посмотрите. Почему бы и нет? Сус, что ты скажешь? Это просто бомба, тут огромный лабиринт подземный. Ты подожди, смотри, ого! Вот это тут нормально, вот это мы по адресу попали. Саша, как будем... Я прошу прощения, я так понимаю, там вся интеллигенция, да, собралась? Все уважаемые люди, потому что я чувствую, что там команда собралась просто прекрасная, просто великолепная. Я думаю, что теперь каждый ролик Суперсуса, если он, конечно, не против, мы будем смотреть. Это прекрасно. Понимаешь, кого мы не спрашивали, никто не знает, что здесь нас ждет. Как будем ориентироваться, как будем двигаться, направо, налево? Это великолепно, ребята. Посмотри, затоплено. А слушай, а сколько? Кстати, Саша. пользуясь случаем, я передаю привет, как говорится, Шене вмерла, Украина, да. Дорогие мои зрители с Украины, я хочу вам отдельно вас поблагодарить. Вас смотрит, недавно я поднимал статистику, 21% от 2,5 миллионов. У меня такое ощущение, что там целый синдикат вас сидит по Украине. Так что, несмотря на все эти политические всякие вот эти вот блядь. Здравствуйте всем! Как говорится, нихао! Как говорят у нас в Швейцарии. Почему в Швейцарии, не знаю, но просто, как говорится, здравствуйте. Как по-украински здравствуй, как по-украински? Привет? Привет, блядь, забыл. Как? Спасибо. Дебил. Сам. Я забыл. Ну как? Привет? Привет. Вот, видишь, почти уже я практически как родной. Вы мне. О, боже. А сколько лет назад эти тоннели затопило?
Кстати, чтобы белорусам было не обидно, вы на 3-м месте. Так что, как говорится, здравствуйте тоже вам. Очень давно еще затопило. 86-го? Нет, не в 86-м, сейчас я 54-м. вырублю. Какое-то время эту электростанцию еще хотели восстановить и воду откачивали. Здесь было все на месте. Потом в один момент их затопило, ну, где-то в начале 90-х, когда вот этот бардак начался. Около 30 лет эти тоннели стоят. Около 30 лет эти тоннели стоят никем не хоженые. Но здесь еще мы видим, кто-то заходил, пытались резать металл. А тот этаж, который ниже, там вообще никого не было. то есть Даже под нами мародеров. еще один этаж? Еще один этаж под нами. Что это за Просто где эти замечательные ребята плавают? Мне безумно стало интересно. Куда надо было так заплыть? В этом так вся жесть. Вот Сусанин посмотрит. И прикол в том, что ни у кого нету карты этого места. Посмотрите. У тебя, говорит, батя чем занимается? Лучше не спрашивай. Сашенька, у тебя папа где работает? На заводе, электриком. А у тебя где мама работает? Милиционером. А у тебя где папа работает? Артем. Я не хочу отвечать на этот вопрос. Смотрите, друзья, у нас дырка под водой, но мы взяли специальный скотч ремонтный, спасательный, который должен заклеивать под водой. Давай проверим сейчас. Все, да? Не клеит под водой, нет? А, не, он отплыл. Нет, надо высушивать, клеить. Такое ощущение, что я первый раз пошел реально в Чернобыльскую зону отчуждения. Это реально открытие. Здесь никогда никто Бля, вы только отплыли, ёпта, у вас баркас уже тонет. Вы в курсе, что вы под реактором ядерным находитесь? Там как бы вода-то тоже немножко фонит. не был. И, наверное, уже никто никогда не будет. Да, конечно, Надеюсь, да. у нас эта экспедиция закончится нормально, все лодки спускают, мы реально на пределе. Я жутко нервничаю. Но я думаю, что Это кто? Стой, это ты кто? Стой. спускают мы реально на пределе. Я жутко. Блять, кто ты, воин? Слушайте, я давно их не смотрел, это замечательно. Я же вам сказал, команда мечты будет. Вот, пожалуйста. Нервничаю. Но я думаю, что Кто в этом это? туннеле мы найдем что-то интересное. Кто это? Комрад? Комрад? Пустой голове не прикладывают, но мое почтение, сразу видно, уважаемый человек, уважаемый. Так что все Это- будет хорошо, держимся. Держимся. Огромные коридоры. Я не ожидал, что такое количество разветвлений здесь будет. Запутаться можно, уже потеряться можно. Смотри, от радиации кожа лезет уже. Глянь. Сутки провел. Плывем под реактором Чернобыльской атомной электростанции. Капец, что мы себе позволяем, да? Чуть-чуть. Там вот, смотрите, острая штука. Пацаны, аккуратно, очень много арматуры под водой. Аккуратно. Смотрите, здесь стоит штырь, который преграждает нам путь. Попробуй, слышишь? Что? Смотрите, пацаны, прямо по центру тоннеля стоит металлический штырь. Он нам мешает. Сейчас Сайент Химзе нас попробует перетранспортировать. Бля, он что, реально полез в воду, что ли? Нет, ну хорош, ну вы что, пацаны, вы угораете, что ли, ёпта? Аккуратно, сможешь приподнять нас аккуратно? Сколько там микрорентген? Рукой подгай. Я понял, неважно. Не, крепко стоит. Да, блядь. Надо это... Пальцем к берегу идти и приклеить. Ну, аккуратно. Посмотри, какая дырка, блядь, офигенная. Дырка в жопе, там отверстие. Друзья, Чернобыльская зона не так просто нам дает возможность исследовать эти коммуникации. Они какие-то проклятые. 2 лодки уже пропороли. Мы 10 минут на волнах, уже, короче, 2 лодки пропороты. Эти подводные приключения просто жесть. Алексей, как идет экспедиция? Почему вы это национальное? Как я вам и говорил, запомните, любого человека, которого зовут Алексей, это умнейший человек с тонкой и очень ранимой душой. Да, и очень всегда веселый. Вот, пожалуйста. Вот одного Алексея вы на экране видите, второго тоже, в принципе, на экране можете увидеть. Вот, пожалуйста. В каждой компании должен быть свой Алексей. Вот, пожалуйста.
Нагиев с волосами. Возможно. Возможно, Слышь, шифруется. дядя, мы пробили дно, у меня яйца уже заморозились. Понял? Вот. Где вода? Покажи. В смысле вода? Вот тут у нас пробилась, нам надо Я не подкачать. вижу воды, у вас сухое дно полностью. Что ты придумаешь? На чё ты Так людей? ты сидишь на дощечке, а я сижу яйцами. Все нормально, ребят. На самом деле экспедиция проходит удачно. Расследовали несколько туннелей, так что продолжаем. Вот такая вот идея. Осторожно, модерн, слышите? Вы помните этот сериал? Блин, я сейчас думаю, где я мог, откуда вообще у меня прям вот эти вот пошли? Ты помнишь Осторожно, модерн 2, Осторожно, модерн, а? С Нагиевым и Ростом, бля. Надо пересмотреть срочно сегодня. Это же вообще, это же был вообще, да? Про прапорщика Задова-то. Весь цимус. Надо пересмотреть будет. На ночь будет чем заняться. Огромное количество коридоров под этим чернобыльским реактором. И нам надо найти спуск на еще один этаж ниже. Именно там мы активируем наш скафандр. И прямо в скафандре Кого? в четвертый? Да, прямо в скафандре перейдем. Часть туннеля полностью затоплена. Кого они Выйдем уже активируют? в стороне четвертого. Вот там еще чуть провода спрашивают. Кого? Скафандр? А что это? Твой фонарик. Ты мой фонарик утопил. Забирай. А фонарик где? Мой фонарик. Ну все, там передали это последнего. Камрад, на чуду людей. Бери, где моя укулеля? Где мы, где? Камрад оказался сложным напарником. Смотрите, вот еще огромный коридор. Что происходит? Я так Что понимаю, за ужас это здесь основное творится? Направление подвала. Давай туда. Что происходит? Камрадик, что ты буянишь? Почему вы мне психа подарили, напарник? Мне потому что ты трясешься весь вообще. Это не псих, это Леха. Я вам сейчас лодку бензопилой прорежу. Я одного не могу понять, почему у нас постоянно туда течением всасывает. Там какие-то турбины или что? Минус 20 лет жизни, говорит, поплавали. Прикинь, там все же ведь, все дает радиацию. Вообще все, до чего прикоснуться. Слушай, я не представляю в воде, какой фон стоит. Просто не представляю. Вот как вы думаете, вот в сколько раз там превышает? Мне кажется, там в сотни, там не в сотни, там в 1000 раз превышает. Нормально, все. Весло волочит по берегу. Что-то, господин комрад, если вы не заметили, то мы хотим, чтобы ваша лодка поскорее лопнула. Чтобы погрузиться на тот -6 уровень. Потому что вот мы поплавали, посмотрели, в принципе, что тут есть в подвале. И вот эта точка самая подходящая. Вот прямо под нами ступени уходят еще на -1 ярус. Вот именно здесь можно смело нырять и проверять, что там есть. Для этого мы прихватили вот такой огромный аквариум производства СССР из толстого, каленого, сверхпрочного стекла. По этой шланге будет подаваться воздух, чтобы Сусу было чем дышать под водой. А ну дай. Она не в рот будет, там заткнется. А куда, в попу? Первое, что нам нужно сделать, это привязать шланг, по которому будет идти воздух особым образом. Сейчас я покажу как. Что, ты готов нырять? Да, только холодно очень. Я очень боюсь, чтобы... Подожди, что? Подожди, я прошу прощения, я, может, что-то неправильно понимаю? Он в аквариуме нырять под реактор собрался? Что ты сейчас сказал? тебя там не замерзнет. Надежный план, как вбитый в стену гвоздь, Все будет блядь. отлично. Криосан, смотри, пубертата не утопит, ты шо? Да нет, все будет супер. Я с под воды вылезу, тебя на дно тоже потяну. Все будет супер. Русалку превращусь, буду тут кошмарить всех.
Они вообще проверяли это хоть где-нибудь? Так как вода очень холодная, нам надо изготовить правильный гидрокостюм из стretch-пленки. Bitches are thinking I'm blind. Cross on my crosses and doubt on my eyes. Done with your efforts, I'm dealing with pressures. I know it's a lesson, that's word of the wise. Dubbing the mixes I'm mixing, I know I've been missing. I needed some personal time. Fuck all the pictures, dimensions. I don't with your digits, I mean it, I'm staying inside. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on. А ничего, что босыми ногами прямо по радиоактивному пеплу? Ничего страшного, ноги у них очень толстая кожа на подошве, и альфа не пробивает. Я не пойму, это что, суицид Тим или что? Или что это такое вообще? Что это, блядь? Я говорю, года идут, вообще ничего не меняется. Вообще. Пойдет. Что за спин? Что вы смеетесь? Это серьезный эксперимент. Говорю, несколько слоев, потому что ноги мерзнут сильнее всего. Дурак! У тебя человек сейчас утонет. Куда ты, ёпта, его в пленку заворачиваешь? Кто ты, воин? Мы Веном. Сейчас я чуть дыхание переведу и ныряем. Все, господа, одели костюм, привязали камеру, все практически готово к спуску. К спуску на воду. Главное, чтобы костюмчик сидел, как говорится. Все, одеваем сейчас шлем, привязываем грузы и отправляем Суса под воду. Блять, я еще думаю, как к голове не на лоб, а сбоку прицепить Соньку вот эту. У нас такая же камера. Просто взял скотч, к башке примотал. А что, идея? Идем, спускайся. Саш, ну что, все готово? Все готово. Нас. Слушайте, я прошу прощения, а это не последний его видеоролик? Нет, там еще дальше будет видеоролик? Наш аквариум обвязан. Сейчас привязываем. Сейчас оденем его на голову и привяжем грузы. Привяжем груз. Опа. Точно не плюс? Да, все будет супер. А ну как супер, я буду страховать. Как пердеть в этом? А там все остается. Она не выйдет. Там где А ну с камеры не пролазит. Аккуратненько, Попробуй. аккуратненько, Где аккуратненько. проходит, все Yes. здесь. Где проходит. Yes. Да, уже качать надо. Что происходит? Прошло. Инопланетянин готов. Не потеет внутри? Саша, ну запотел вообще страшно. Блин, а что делать? Ну плевать туда. Надо со мной. Да. Харкни туда. Еще сыпи. Да не так. Давай, Сань, Протяни бежи. носом. Сань, бежи. Все видно? Да, кстати, работает. Если что, так и протрет. Нет, слушайте, здесь... Нет, подождите, беру свои слова назад. Контент с годами набирает обороты. Я что-то такого раньше не видел. Это что-то новенькое. Да. Ё-моё! А что вы хотели, блин? Это технология подводная. Смотри, да, все нормально. Да, все. Все, держи груз. Держи. Эксперименты, как звук? Слышно что-то? Да, слышно хорошо. Ну все, супер. Что происходит? Сейчас ты зайдешь под воду и камерой засними себя на селфи, при этом фонарем свети на себя. Также засними камерой все вокруг, лестницы, там все, что будет видно, плохо, но будет видно. Одеваем. Куда он зайдет, товарищ? Куда он зайдет? У него банка на голове. Он в пленку обычную замотан. Ты что, дурак? Подними, Дима, грузы. Ну давай, Привязываем 2 груза по 10 килограмм, всего 20. Маслай. Масла. Ты слышишь, что мы говорим? Что, ты нормально там дышать? А? Сильнее качай. Жарко? Тяжко немного дышать. То, что по ушам давит, то нормально? Саш, говорю, то, что по ушам давит. А, там Саша. Если вас назвали Саша, забота ваша. Это норм? По ушам давит, нормально? Воздух идет, Сус? Все, отлично. Медленно спускайся вниз. Все, погружайся. Все, пошел, минус 2 этаж. Нет, ты погрузись, иди вперед. Да ладно, я пошутил, ну что начинаете? Видите, пацаны, вон уходят ступени вниз, еще минус 1 ярус. Провод перешагнул. Провод перешагнул.
Есть? Все. И теперь Сус, потихоньку приседай, приседай. Да, приседай, глубже, глубже. Как только погрузится... Сус, очень медленно, не спеши, очень медленно. Да, нормально. Когда будет набираться чуть-чуть, это нормально. Все, работает. Погружайся, погружайся. Отпускай груз. Смотри, он как ступени снизу просвечиваются. Очень медленно. не Пожилой спеши. баркас. Гениально, блядь. Работает. Работает. Снимай, снимай, Суса, снимай. Жесть. Димон, Димон, аккуратненько, смотри. Жесть. Это жесть. Все, он полностью погрузился. Посмотри полностью, Павел, аккуратно, 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 аккуратно. Я не пойму, а что, в Украине новую серию Биошок, что ли, сняли, или что? Ребят, вы что молчите-то, блядь? Вы бы хоть написали, ёпта. Да. Это сказано самое срочное. Ля как пишет. Ля как видно пишет. Да, она лучше понимает, чем ты видишь два. Камрад, качай, ёпта. Блядь, волнуюсь за Суса больше, чем за свои отношения. Класс, ну такое состояние интересное. Ну ни хрена, видите, не видно. Какие-то шайбы плавают. Капец, вода холодная, пацаны. Это жесть работает. Камрад, качай, потому что от этого жизнь зависит. Качаю, блядь, у меня уже свои эмоции. Пипец. Все нормально, все нормально, все нормально. Снимай шлем. Вверх смотри, снимай. Уходишь? Слей, половину снять. А, смотри, грузы соскочили. То есть, подожди, они ему герметичность просто скотчем сделали? Ложи. Чё? Ну, короче, ощущения такие, что типа действительно ты в каком-то другом пространстве находишься. Пытаешься дотянуться до стены, стена кажется вот здесь, но дотянуться ты до нее не можешь, потому что она очень далеко. Ты до нее тянешься, ее нет, ничего не видно, вода мутная. Как холодно вообще? Нет, не холодно вообще. Вообще нормально. Да, абсолютно нормально. Просто с непривычки в натуре уже в космос погружаешься. Я же говорю, Ни хера вообще ощущение непонятно, совершенно ничего не Сейчас я понятно. помою. Так а что там видно, тоннель ниже продолжается? Смотри. Идет вниз лестница и в бок, но там мутно, там ничего не видно. Грузы, не шлем. А давай. Экспериментаторы хреновые. Типа, ну, говорите, что как-то, ну, типа, это совершенно что-то новое, невозможно описать словами. Как будто в другой мир попал. Ты рукой тянешься, кажется, стена. Ты к ней идешь, а ее нету, тупо тянешься, и тупо. И все очень медленно, как-то замедленно все очень идет. Ну что, вроде тоннель как и есть, но замутнили воду, ничего не видно абсолютно. И это совершенно что-то новое, я не знаю. Может как-то типа размутнить воду. Просто ты идешь, да, и каждым шагом сам поднимаешь каламутину, Ага. Ну ты же не можешь вплыть просто. как русалка поверх. Ага. Ну интересно, интересно. И под воду глубже. Опускай. Монтажер просто, брат, тебе отдельный респект. Подними чуть-чуть вверх. Подними на улицу, на улицу. Подними чуть-чуть вверх. Подними на улицу, на улицу. У вас вообще все хорошо? Как у вас вообще в целом дела? Вот как, вот если сейчас вот сюда вот менты зайдут, вот как можно объяснить коротко вот все, что происходит? Вот скажите мне, вот, ну как вот коротко, как им можно объяснить? Ну, чтоб вас не забрали. А никак. Никак ты не объяснишь.
взрывается под водой. Посмотри, вулканическая порода как будто испепеляется. Такой поставить сам в начале видео, подумать, что мы начали что-то ядерное. Да это запустили реактор. Саша, Держит все-таки тепло, ты прикинь, это пленка. Вода ледяная, ребят, просто ледяная. Реакторная вода. Пленка защищает от альфы, немножечко от беты и, конечно же, от холода. Ну что, холодно, нет? Не, нормально. пленка. То есть пленка защищает, да? Слушай, от ядерного взрыва она не защищает случаем, эта пленка, нет? Нормально, абсолютно тепло. Ну что, слушай, держит пленка температуру. Температуру держит, как ни странно. Тоненькая пленочка, а температуру держит. Очень даже ничего. Что по нижнему этажу и по выходу в 4-й блок? Ничего, все замулено, короче, ничего не видно. Очень плохая видимость. Я спустился почти 2 этажа, и все, дальше ничего не видно. То есть ход есть, но физически по нему перемещаться Unreal. Все, ребят, я предлагаю, короче, брать бензопилу и продолжать. Есть все-таки один залаз, но он самый опасный и самый... Чел, ты понимаешь, ты генератор вот этих вот идей. Вот этих ну, вот, там, понимаешь, короче, вот этих нас вот. могут повязать. Вот знаешь, Ну, вот когда видите, вот сейчас из сами. палаты человека выпускают, Самый не в парёный. обиду, конечно, вот это вот начинается, вот это вот. Ух ты, елки-палки. Давай. Кто из сталкеров еще делал такую дикуху? Да никто такого, ты чё? Сейчас лодку поднимай, потому что на полу штыри. Выше, выше, поднимите, пацаны. А, сейчас проколется. Справа, проколешь. Выше поднимай. Выше, Сус, прокаливайся. Подожди, я сам не Ух ты, елки-палки. Устал, да? Осторожно, яма открытая, вот она. Яма Устал, она да? открытая. Блядь, тролль машины. Так, друзья, ну что, выплыли из туннеля. Сейчас пытаемся зайти в второй туннель. Тут пруд. Камрад упал, камрад упал. Кран упал с реактора 5-го энергоблока. И с этого, короче, Как в этом, знаешь, кран упал с реактора. В городе вот такие вот ребята стоят, вот так вот говорят, бля, братан. Вы заметили на одну секунду, сколько всего творится? Вы вообще замечаете, сколько всего творится вообще вокруг, в принципе? Я бы с ума через сошел. прудоохладителя Отчасти. должен еще идти один тоннель, который ведет куда нам надо. Сейчас попробуем сюда еще. Заметьте, там будем сзади искать. еще что-то происходит. У нас сейчас задача номер 1 разведать. Здесь Твоя здесь задача нужно номер 1 в находиться. больницу обратиться. По радиации. Прекрати. Радиация тут совсем плохо, потому что рядом находится 4-й энергоблок. А есть пимпочка, чтобы померить? Есть у Камрада. Смотри, прямо вот подземные трубы уходят куда-то вниз. Вот там вот сверху сегодня мы были, вон с того угла выглядывали, вот вон на крыше стоят краны. Вылезти пытаюсь. А тут запрещено плавать на лодке? Да нет, конечно. Я думаю, что такой закон еще не смогли придумать. Я думаю, что такое в голову никому не приходило. А мы нарушаем Конституцию Украины? Да нет, вроде. Такого закона нету. О, давай пройдем прямо под вот этими заваленными конструкциями, глянь. Посмотрите, пацаны, какая дичандра. Може впасти прямо на нас зараз. Димон, расскажи нам телезрителям, где мы оказались, что это за место и что відбувається взагалі. Ребята, я здесь, честно говоря, первый раз. Это просто офигительное место. Просто офигительно. Это недостроенный маршзал, третьей очереди строительства. Эта станция была полностью построена как брат и близнец 4-й и 5-й. 4-й, 3-й энергоблок. Но не достроили. В 91 году здесь прекратилось, в 90-х годах здесь прекратилось строительство. И как бы вот что мы имеем? Вот такую вот локацию, одну из, наверное, самых крутых, которая есть сейчас в Чернобыльской зоне отчуждения. Посмотрите сюда, погнувшийся кран упавший. А в каком году он упал? Это он из-за радиации упал или что такое? И я думаю, в головку напекло ему немножко, короче, так он немножко отдыхает вот сейчас. Это никогда вертолет зацепился за троса? Не, вертолет за троса зацепился еще при ликвидации, да, в 86-м году. Правильно говорит? Да, все правильно. Я прочитал историю этого места. Тот неловкий момент, когда я даже не могу никак комментировать. Надо просто наслаждаться этим видео. Это прекрасно. Я вам еще раз говорю, каждый ролик теперь, каждый фан-стрим буду смотреть Суперсусы. Это... Этот металл не украли до сих пор только потому, что его вода охраняет. Никто не может к нему подобраться. А что металл этот сильно фонит? Камрад, что это по радиации? Нет, так туда. Туда. Ну, у нас пробита пацики лодка, и Криосан держит пальцем
пробитое место. Ну, это ж ты пальцы мочишь в радиоактивной воде. Да, щипает палец от воды. транса. И у нас тут прямо по курсу транс. Огромный транс, наверное, киловатт на 300, а может и больше. Ладно, аккуратненько, за троса он сверху. Я не пойму, а инстинкт самосохранения вообще есть у этих людей? Или он как? Он вообще, он выключен? Посмотри, какие огромные трубы куда-то под воду уходят. Я еще думаю, фан-видосы самые веселые на канале. Ничего подобного. Уникально. Мы, походу, первые здесь, кто плаваем на лодке после аварии. Вообще уже обнаглели. Слышишь, что скажешь, Саша, правоохранительным органам, которые будут смотреть это видео? Пускай не обижаются, ничего плохого мы не делаем. Нормы радиологической безопасности мы не нарушаем. Ведем себя прилично. Не кричим даже. Да, и пускай, как бы, как ты говорил, не обижаются. Пускай не обижаются. Быть добро, как говорится. Однозначно, система забыла жителей подземного мира. В бетонных коконах, как в тирах, опасные игры. Тут споры с законом, продажные стандарты. Блять. Ой, хрен пойми, что находится. Там, может быть, под водой тела придавленные. Ну да, кстати. Это лучшее, что я видел за последние 150 лет. What the fuck is that? It is Ukrainian stalkers. With many lives, блять. The Undying, ёпта. Слушай, а он только в жизни или вообще он такой вообще, в принципе? Знаю. Камрад, сейчас получишь дисциплинарное взыскание. Получали. Не взяли с нас. Камрад, ты со своим другом Криосаном сильно уже, смотрю, это вот, сдружился. Конечно. Ты мне говорил, что... Камрад, где туннели? Ты мне что обещал? Что это за прикол? Я с гитарой приехал, я за искусство. Что такое? Ты искусство. Какое искусство? Ты обманул меня. В очередной раз, который. Опа, с Криосаном свыгался. Да. Что ты творишь? Ах ты гад. Все, ну теперь вы квиты. Вы что, блин, на тебе охуели. Ты представляешь, за бугром показать вот это видео? Мне как его прокомментировать можно вообще? Ну, как можно его, ну, примерно прокомментировать? Я понимаете, я не понимаю вообще. Ну это, кто? Димка! 1000 гривен дам, за укулеле! Димка, что ты делаешь? Отдай, пожалуйста, я прощу тебе все. Ура! Что ты делаешь? Ты все, домой пешком. Пипец, на атомном реакторе купается. Только водичка радиоактивная. Друзья, не обижайтесь, мы на позитиве, мы друзья. Все хорошо. Быть добру, как говорится. Друзья, посмотрели видео до конца. Спасибо вам большое, что вы досмотрели видео до конца. Мне очень приятно. Напишите, что вы еще хотели бы на позитиве. Вы меня извините, я просто обязан написать комментарий под этот видеоролик. Это как, знаете, исповедь, блядь. Дорогой Сперсус, я смотрю твои видеоролики очень давно. YouTube перестал тебя показывать в реках. Нашли, когда ты спрашиваешь нас, а какой контент мне снимать? Разновой, живи вечно. Команда идеально подобрана. Леха Бебра. Я не могу удержаться. Позитиве, чтобы мы дальше так двигались. И вам добра, и нам добра. А мы полетели дальше снимать новые видосы для вас. Супер Сус! Если кто сомневается, смотрите, 200 микрорентген здесь, блин, в воде, вы чё? Сус, вылазь. Сус, вылазь скорее. Привет, Сири. Сири! Дура, блядь. Радиация. Допустимый фон. Безопасным считается уровень радиации до величины приблизительно 0,5 до 50 микрорентген в час. В принципе, еще вопрос.
Леша, ты где? Ты что, прикалываешься? Сколько время? 80. Чего? Дней. Покидаем зону отчуждения. Ай. Что, друзья, вылезли из зоны. Всем спасибо, всем Это добра. лучшая команда. Дырявая колючка. Ну и на том спасибо. Камрад, я тебя убью в душу. Плохо тебе. Он храпел А целую он ночь. пердел. Не выспался. Поэтому смотрите на канале. Скоро новый влог. Записали с Сашкой Криосусом и с полупроводником Димоном. И ваш Криосус. Ребят, я от себя могу сказать только одно, это прекрасно. Просто, ну давайте, я не знаю, 20 тысяч лайков вы поставите, я с радостью посмотрю этот замечательный контент. Вы только пишите, какой ролик еще посмотреть. Вот вы мне посоветовали. Знаете, это лучшее, это просто лучшее, что я мог вообще в принципе видеть в ближайшие 150 500 миллионов лет.